Оксана с Борисом 8 лет прожили в браке. Любили, заботились друг о друге. Был бы этот брак счастливым, только вот беда, детишек нет. Обследовались супруги, вы здоровы, говорили врачи. Оксана даже к бабушке-целительнице ездила, все безрезультатно. В последнее время стало невыносимо находиться на работе. Все в ее отделе наперебой про своих детишек или внуков рассказывают. Только Оксане рассказать не о ком. «Оксана, извини, конечно, это не мое дело», деликатно начала одна из коллег, когда они вышли с работы. «Вижу я, как ты переживаешь, когда речь о детках заходит. Может быть, вам с мужем приемного ребеночка взять? У меня знакомая в доме малютки работает. Рассказывает часто про малышей, которые там живут». «Я об этом даже никогда не задумывалась, Нина Васильевна. Мне хочется самой родить, своего, родного». Об этом разговоре Оксана вспомнила спустя полгода, когда уже совсем отчаялась. «Нина Васильевна, вы про знакомую свою говорили?» «Да, Оксана, я поняла. Я поговорю с ней». Оксана не стала говорить мужу о своих планах. Решила одна сходить, посмотреть детишек. Если приглянется кто-то, тогда уже с Борисом обсуждать. В доме малютки Оксана познакомилась с Анечкой. Огненно-рыжие волосы, большие голубые глаза, длинные ресницы. Девчушка-красавица и само очарование. Через 2 недели Анечке исполнялось 3 года, и ее должны были перевести в детский дом. Вечером Оксана не могла дождаться, когда муж вернется с работы. Ей не терпелось поговорить об Ане, но она не знала, как отреагирует Борис. Боялась, что не согласится. Борис, к удивлению Оксаны, сказал, что сам давно хотел поговорить о приемном ребенке, но все никак не решался. За разговорами об удочерении супруги провели полночи. На следующий день они вдвоем отправились к Анечке. После этого визита сомнений у супругов не оставалось. Начался процесс удочерения. Оксана с Борисом с нетерпением ждали, когда все формальности будут улажены. Им очень хотелось как можно скорее забрать Аню в семью. Наконец-то день настал. Аня была девочка застенчивая и не капризная. Где ее посадишь, там и сидит. Что приготовишь, то и ест. Борис быстро вошел в роль отца. Кажется, девочка даже больше тянулась к нему, чем к Оксане. Оксана с каждым днем становилась все более раздражительной. Борис пытался поговорить с ней, но вместо разговора получался скандал. «Оксан, это нормально. Когда Мишка мой родился, я потом тоже сама не своя была. Меня все раздражало, особенно когда он плакал. Мне даже подходить к нему не хотелось. Это послеродовая депрессия называется. Считай, что у тебя сейчас именно такой период. Надо потерпеть, со временем это пройдет», — говорила Оксане подруга, видя ее уныние и апатию. «Да, только разница в том, что ты Мишку выносила и родила. Плоть и кровь, он твоя. Ох, Светка, жалею я уже. Большую ошибку я сделала. Своего я хочу, своего. Боюсь, что никогда не смогу принять Аню как родную». Борис поддерживал жену как мог. Оксана со временем все больше и больше отстранялась от ребенка. Ее материнство сводилось к тому, чтобы накормить ребенка, искупать, отвезти в детский сад и забрать оттуда. Все это делалось безэмоционально, безучастно. Борис помогал по хозяйству, занимался с Аней, играл с ней, ходил гулять, читал книжки, укладывал спать. Он видел, насколько с появлением приемной дочери изменилась его жена в худшую сторону. Порой даже не хотелось идти домой после работы, но дома его ждала Анечка. Если бы не она, то Борис, скорее всего, ушел бы от Оксаны. В этот раз, вернувшись домой, он застыл на пороге от неожиданности.
вечернее платье, укладка, макияж. Так встретила его Оксана. Лицо ее светилось от счастья. Такой Борис видел ее впервые за 2,5 года, прошедших с момента удочерения Ани. Он был удивлен. Приятно. Несмотря на все трудности и разногласия, жену свою он любил. На столе ждал праздничный ужин. Аня хотела сесть с родителями за стол. «Аня, иди в свою комнату, ты поешь позже», – строго сказала Оксана. «Оксан, Аня будет ужинать вместе с нами». «Боря, мне нужно сказать тебе что-то очень важное», – улыбалась Оксана. «Не при ребенке». «Анют, иди поиграй в своей комнате», – мягко сказал Борис. «Боря, Боренька, у нас ребеночек будет, свой, родной, представляешь? Мы об этом столько мечтали, это просто чудо». «Оксана, это правда? Я поверить не могу. Я так счастлив. У нас будет сынок или еще одна дочка. Ты права, это просто чудо». «Боря», — серьезно сказала Оксана, — «я хотела поговорить по поводу Ани. Ты сам все прекрасно видишь. Не смогла я ее принять, полюбить. Чужая она для меня. Я хочу ее вернуть». «Как вернуть? Куда?» «В детдом». «Оксана, ты с ума сошла? Нет, нет, я отказываюсь верить. Что это ты говоришь мне?» «Боря, так больше продолжаться не может. Нам придется это сделать. Дальше будет только хуже». «Но это предательство, Оксана. Аня живет с нами 2,5 года. Она привыкла к нам, привязалась. Зная, что ты не смогла ее полюбить, зато полюбил ее я. Выбирай, или Аня, или родной ребенок. Если Аня останется здесь, то я с тобой разведусь и уеду к матери. Своего родного ребенка ты никогда не увидишь. Справлюсь без тебя, воспитаю. Разговор закончен, мне нельзя нервничать». «Оксана, я не смогу отвезти Анечку назад. Я не стану этого делать». «Хорошо, я сделаю это сама». Через несколько дней Борис, придя домой, увидел, что Анечки нет. Борис сел возле ее пустой кроватки и разрыдался. Мысль от предстоящего отцовства делала его счастливым, но ему было невыносимо больно от того, как они поступили с Аней. Он очень привязался к девочке. Тем временем беременность Оксаны протекала тяжело. Ей пришлось лечь на сохранение. Когда Оксана находилась в больнице, Борис ездил в детский дом. Увидеться с Анечкой ему, конечно, не разрешили. Зачем теперь это? Свое решение вы приняли, вернули, так вернули. Ребенок и так находится в жутком стрессе. Выносить ребенка Оксана так и не смогла. Супруги с трудом смогли пережить горе. Их брак трещал по швам. Взаимные упреки и обвинения становились невыносимыми. В один из дней Борис молча собрал вещи и ушел на съемную квартиру. Вскоре он подал на развод. Он очень переживал сложившуюся ситуацию, возврат Ани в детдом, потеря родного ребенка, развод. Все это сильно пошатнуло здоровье. Через 2 года его не стало. После развода Оксане все-таки пришлось уехать к матери. Квартира, в которой они жили, принадлежала Борису. Досталась ему в наследство от родителей. Снимать жилье Оксана не имела возможности. Через 3 года она вышла замуж за человека, который был старше на 16 лет. У него было 2 взрослых сына. Матерью Оксана так и не стала и очень из-за этого страдала. Про Аню своему новому мужу, конечно, не рассказывала, да и не вспоминала она про нее никогда. Аня очень тяжело переживала происходящее. Она не понимала, что произошло, ведь мама сказала, что везет ее в новый детский сад. Но почему за ней никто не приходит? Когда Аню забирали из детдома,
Ей было всего 3 годика. Она не помнила свою жизнь там. То, что мама и папа ей не родные, Аня не догадывалась. Девочка все ждала, когда ее заберут. Спрашивала воспитателей, когда за ней придут родители, а те только отводили взгляд в сторону, как будто не замечая Аниного вопроса. Позже Аня стала осознавать, что она останется здесь, и мама с папой больше не придут. В том, что ее оставили родители, девочка винила себя, но не находила ответа на вопрос, что не так она сделала. Когда Ане было 12 лет, ее хотела удочерить одна семья. К тому моменту девочка узнала, что Борис и Оксана были ее неродные родители. Аня была ранимой девочкой. Она считала себя очень плохой, ненужной, раз от нее отказались дважды. Сначала родные, а потом и приемные родители. Девочка совершенно разучилась доверять взрослым. Вся боль и переживания, которые она пыталась глубоко запереть в себе, вдруг стали выходить наружу. В новую семью Аня наотрез отказалась идти. Она окончила 9 классов, отучилась в училище. Выпустившись из детдома, получила комнату в общежитии. У яркой, красивой девушки сразу появились поклонники. Только Аня сразу отвечала отказом. Не доверяла она никому. Над ней всегда давлело чувство, что ее обманут, предадут. Никаких планов на будущее Аня не строила. Жила сегодняшним днем. Страшно и одиноко ей было в таком большом и недружелюбном мире. Своих родителей, как биологических, так и приемных, девушка разыскать не пыталась. К чему это, если они от нее отказались? Аня очень хотела забыть свое прошлое, стереть его из памяти. Эти воспоминания слишком больно ее ранили. На одном из строительных объектов Аня познакомилась с Ромой, который работал прорабом. В отличие от остальных ухажеров, Рома оказался настойчив, хоть Аня и говорила категоричное «нет». 2 года прошло с момента их знакомства. Аня считала Рому своим другом. Он был единственным человеком, кому она доверяла, однако по-прежнему держала его на расстоянии. Однажды она заболела, простудилась, сильно, температура высокая подскочила. Рома, узнав об этом, отпросился с работы и переехал к Ане в общежитие. Он привез целую сумку продуктов, сходил в аптеку за лекарствами. Несмотря на возмущение Аниных соседей, Рома надолго занял кухню и сварил для нее куриную лапшу. Каждый день он приезжал к Ане до тех пор, пока она полностью не поправилась. Готовил еду, ухаживал за ней. Своей заботой смог окончательно растопить сердце неприступной красавицы. Вскоре Рома с Аней сыграли свадьбу. Через 1,5 года родилась дочка Машенька. Темные волосы, карие глаза, пухлые губы, вся в папу. С одной стороны, Аня была безмерно счастлива. Она любила мужа, а в дочке души не чаяла. С другой стороны, призраки прошлого продолжали терзать. Ей стало казаться, что теперь, после рождения Машеньки, она станет не нужна Роме, что он бросит их с малышкой. Рома часто задерживался на работе допоздна, домой приходил уставшим. Он зарабатывал деньги на расширение жилплощади, но Аня трактовала эти задержки по-своему и каждый день боялась, что муж скажет «уходи». Когда Маше было 10 месяцев, оказалась она в больнице, вместе с мамой, конечно. В соседней палате лежала девочка из детского дома. Девочка целый день была в палате совершенно одна, но даже не плакала. Об этой девочке узнала Аня. Медсестры запрещали к ней ходить, мол, приучите к рукам и вниманию, а нам потом что с ней делать? Но Аня все-таки не выдержала и пошла посмотреть на ребенка.
В кроватке она увидела худенькую девочку с бледной, почти прозрачной кожей и огненно-рыжими волосами, такими же, как у Ани. Варе было 2 года и 3 месяца. Аня стала часто приходить к Варе, проводила с ней много времени. В этой девочке Аня видела себя, такая же брошенная и никому не нужная. Очень хотелось помочь малышке, так похожей на нее, изменить ее жизнь в лучшую сторону, избавить от одиночества. Аню с Машей выписали из больницы. Расставаться с Варей было невыносимо тяжело. Аня несколько дней не решалась рассказать Роме про Варю, боялась услышать категоричное «нет», откладывала разговор. Рома заметил, что жена сама не своя. Узнав причину, он улыбнулся. «Ну, раз рыжая и на тебя похожа, значит, будет наша». Удочерить Варю получилось далеко не сразу. Все из-за проблем с жилплощадью. Аня переживала, что пока они будут решать эту проблему, девочку заберет кто-нибудь другой. Но Варю не забрали. Наконец, спустя 8 месяцев новая квартира была куплена, и Варя оказалась дома. В тот момент Аня почувствовала небывалое облегчение, будто камень с души упал. С тех пор призраки прошлого больше не мучили Аню. Она вообще больше не вспоминала прошлое, оставив его далеко позади. Отныне Аня жила настоящим и уверенно смотрела в будущее. А как иначе? Ведь у нее такая замечательная семья, любимый муж и 2 обожаемые дочки. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.